Привет! Сегодня у нас будет видео такого формата влога. Я выиграла в лотерее билет на BBC Broadcasting Studio в рамках Open House Festival. Это такой фестиваль, который проходит в Лондоне каждую осень. Благодаря нему ты можешь попасть в всякие интересные здания, которые обычно закрыты в Лондоне. Например, ты можешь, в принципе, выиграть проходку даже на 10 Даунинг-стрит. Это резиденция премьер-министра. Туда я в этом году не попала, может, попаду в следующем, но сегодня мы с вами приедем на BBC Broadcasting Studio, и это тоже очень культовое место, особенно для меня, для журналиста. BBC — это не просто телеканал, это целая вселенная. Самая старая национальная вещательная корпорация в мире, созданная еще в 1922 году. 450 миллионов зрителей, слушателей еженедельно. Эфиры на десятках языков, от арабского до русского. Здесь рождаются культовые форматы. Самый известный русскоязычным зрителям — это «Доктор Кто» и «Шерлок». BBC — это круглосуточные новости, расследования, документальные фильмы, детские шоу, которые смотрит поколение. Это такой бренд, которому доверяют больше, чем многим правительствам. И сегодня мы попробуем разобраться, почему. Так, я немножко опаздываю, нам вообще сказали за полчаса приезжать до начала. Начало в 10, сейчас где-то 35 минут. Я бегу. Помимо всего прочего, у BBC есть еще одна особенность. BBC финансируется не рекламой и не государством, а через налог на ТВ-лицензию, TV License Fee, так называемый. Его платят почти все, у кого есть телевизор в Великобритании. И это, собственно, обеспечивает независимость BBC от рекламы, поэтому структура не так уязвима к политическому давлению. Кроме того, в Британии есть регулятор Ofcom, куда зритель может пожаловаться вообще на любой сюжет. Представьте себе, как вы жалуетесь на сюжет какого-нибудь Первого канала и посмейтесь вместе со мной. В общем, журналист обязан давать обе точки зрения, иначе BBC может просто получить санкции. И несмотря на критику, которая тоже, соответственно, бывает, BBC остается просто таким образцом, эталоном журналистских стандартов, этики. И те, кто смотрит иностранные сериалы или фильмы, наверное, всегда сильно удивляются тому, что почему-то политики, бизнесмены боятся, что журналисты что-то разнюхают. Поэтому и боятся, потому что здесь у журналистов действительно есть власть. Потому что в России, если материал не выгоден кому-то, он просто не выйдет. В UK все иначе. Само здание Broadcasting House — это уже легенда. Во время Второй мировой войны это здание стало буквально крепостью. Журналисты жили здесь неделями, чтобы круглосуточно выходить в эфир. И плюс у многих дома были разрушены из-за бомбежек. Отсюда Уинстон Черчилль обращался к нации, и с тех пор Broadcasting House стал символом доверия к информации. Представьте просто себе эту ситуацию. Бомбежки, тревога. Внизу у укрытия дикторы, редакторы продолжают работать, потому что миллионы людей ждали новостей, точнее, ждали отсутствия плохих новостей. И вот как раз первая локация, в которую мы пришли, это радиостудия. Именно здесь журналисты и спали во время своих круглосуточных дежурств. И сейчас здесь проходят важные записи BBC. Здесь, кстати, даже выступали Coldplay. Друзья, хочу вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на меня. Для меня это очень важно. Я живу в Лондоне с этого года, снимаю про путешествия, эмиграцию. И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Они выходят по воскресеньям. Блог для меня большое счастье. Я буду рада, если вы меня поддержите. Мы пошли дальше. Увидели оригинальную скульптуру Эрика Гилла на входе, знаменитую. И в одном из фойе увидели микрофоны для Royal Family. Именно в один из них впервые в истории была произнесена рождественская речь королем Георгом, отцом Елизаветы II. Правда, члены Royal Family не приезжали никогда на студию, микрофоны ездили к ним. А вот, к примеру, Вивьен Ли и Джордж Оруэлл записывали передачи на студии прямо во время Второй мировой войны. И наше внимание обращали даже вот на такие детали. Посмотрите, на полу у лифта буквы BBC, а наверху лифт обрамляют радиоволны. Вот до такой степени здание пронизано символизмом. Следующая остановка — студия для озвучки BBC драмы. Здесь можно найти самые неожиданные предметы, которые производят все на свете звуки.
Person that actually answers the phone or And does dials all the... the sort of practical noises. So there are techniques for sound effects where Bulbs, cue light bulbs. all the cups of tea that you do, and the technique of using, because you can't see anything, and as you can see, it doesn't matter what anything looks like. It's so what it sounds like. it's what it sounds like. So, for example, that doesn't look anything like somebody fixing a window, but it's just wood, metal hitting wood. Wow. So there was an instance actually where I used a football that was wrapped in some brown paper that was on top of some metal thing that I put it on, and that was actually somebody opening a present that was a globe a couple of weeks ago, which is, you know, so it doesn't look anything like what it is, but as long as it sounds right, That's the main that's thing. what we're doing Yeah. here. So this would be on carpet. Somebody walking in the grass. This is somebody leaving. Somebody actually made this. Oh, for This is the... my favourite thing in the whole studio. Yeah. Somebody actually went to the trouble of making a gate. It must have been an engineer or somebody very mechanical. Very delicate. But it sounds so great, doesn't it? И одна из последних локаций — студия прямого эфира. Там я была в шоке от того, как много людей работают на BBC по всему миру. By a global network of probably about approximately 5,500 journalists, including 250 correspondents stationed in over 50 bureaus around the world. So a lot of people to make our news bulletins work. Здесь желающим даже дали записать свой собственный выпуск новостей, но я и не могла устоять перед таким. В общем, так это выглядело. Live from London, this is BBC News with me, Elizabeth. Open house visitors take over BBC London to bring you the latest news. Bob, the builder, reports a record £100 billion profit from his engineering company. London Fashion Week 2025 opens with a BBC-inspired collection. And meet Molly, the cockapoo bringing joy to hospital patients who's up for a BBC Make a Different award. Когда основная программа подошла к концу, нас проводили в медиа-кафе. Так, ну пока я стою в очереди за круассанчиком и кофе, вот расскажу, что сзади меня, вот это синее, да, пространство, там находится центральное такой workspace BBC News, которая по всей, вообще не то что по всей стране, а по всему миру собираются и аккумулируются там. То есть 24 часа люди работают, ну, посменно, соответственно. Снимать близко с экрана там нельзя, вот прям подходить вплотную, да, ну вот я издалека сняла. Кстати, снимать это пространство нельзя потому, что это может скомпрометировать источники, которые используют журналисты. А это, конечно, один из важнейших принципов журналистики — защищать свои источники, не сдавать их никому. Я села попить кофе. Сейчас будем пробовать местный круассан. Я была в шоке от того, что более 40 тысяч человек участвовали в Ball-out, то есть в лотерее. Представляете, я когда это узнала, у меня слезы навернулись, и я выиграла эту экскурсию. Вот такая я удачливая, да. В этом месте очень чувствуется, насколько большое влияние вообще журналистика и новости имеют на мир. Я вообще много чего про это знаю. Знаю, что журналист одним своим суждением, новостью может обрушить акции какой-то компании, может начать войну. Это действительно третья власть. Тот, кто владеет информацией, тот, кто сидит, так сказать, на раздаче, вот как раз вот эти люди в той самой комнатке, да, которую нельзя снимать. Это люди, которые на самом деле в том числе рулят миром. Круто, когда речь идет именно о независимой журналистике. Но в нашем мире, конечно, ее осталось очень мало. Но в Российской Федерации ее не осталось вообще. Но, тем не менее, я убеждена в том, что именно
Журналистика, правда, новости, подача информации объективная с разных сторон, подтверждение источников. И вообще у журналистов есть кодекс, если что. Кодекс, так сказать, чести, этики, который нужно исполнять. Так вот, я убеждена, что это то, что наш мир может отвести от катастрофы. Сейчас, к сожалению, часто журналистика — это манипуляции людьми. Ну, это уже и не журналистика. Это так. Знаете, что еще меня реально очень поразило? Я с людьми, которые тоже были на экскурсии, немножко говорила. Я рассказала, что я, в принципе, училась на журналиста, я была журналистом и жила в России. Какое количество вот слов типа «Oh, we respect journalists» и так далее я услышала. То есть отношение к журналистам на самом деле в России и здесь совершенно разное. Там это наоборот: «О, журналюги что-то тут вынюхивают, что-то тут выискивают». А здесь, видите, «We respect journalists». В России это все было. И я до сих пор помню свой первый приход на экскурсию в «Ведомости», у которых тоже, у тех «Ведомостей», которые еще тогда никто не купил, никто не продал, у них тоже был свой кодекс, обязательная проверка всех источников информации. Если новость нельзя подтвердить в 2 независимых источниках, ты ее не выпускаешь. Это новости не по заказу, это новости и статьи, которые действительно имеют общественное значение и могут менять мир. Вот такую журналистику в России мы потеряли. В 2015 году я закончила журфак МГУ. И я помню, как это все развивалось, и как постепенно мы стали лишаться независимой журналистики. В этом мире единственное, что можно сделать, это самому стараться искать факты самостоятельно, не доверять никому, ни блогерам, ни мне даже, не доверяйте, ни каким-то другим блогерам, ни тем более новостям из российских источников, да и из других тоже. Не доверяйте никому. Старайтесь свой собственный факт-чек всегда делать и включайте критическое мышление. Старайтесь всегда думать, а кому выгодна та или иная новость, которая так сильно разгоняется. Сейчас огромное количество новостей выходит, которые манипулируют и играют на эмоциях людей. Всегда старайтесь, когда вы читаете какую-то новость, которая вас очень сильно трогает и задевает, всегда старайтесь задать себе вопрос, а зачем и кому это может быть выгодно. Вот. Если вы на этот вопрос ответите, вы сразу поймете, как к этой новости относиться. Ну а я буду надеяться, что когда-нибудь и в России восстановится свобода слова, журналистика, и надеюсь, это будет скоро. Заниматься этим, конечно, уже не мне, вот. Но я очень надеюсь, что я это увижу.